Северокорейцы с россиянами штурмуют позиции ВСУ. Путин делает заявление о войне, а Украина пытается перекроить сложные отношения Зеленского и Трампа. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Международный скандал. Киев требует извинений от ФИФА из-за Крыма. Чем все завершится? Военные КНДР понесли потери после первых штурмов в российском приграничье. Что говорят в Украине и в РФ о наступлении северокорейцев? Узбекистан решает защищать своих граждан на территории России. Детали нового соглашения с силовиками Путина. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. На востоке Украины ежедневно происходит около 200 боестолкновений ВСУ с российской армией. Об этом сообщают украинские военные. Мониторинговые каналы Украины при этом сообщают об активном продвижении оккупантов. Лишь накануне россиянам удалось оккупировать сразу 5 населенных пунктов, сообщал мониторинговый канал Deep State. Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в районе Константинопольского, Сухих Ялов, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого. Западная пресса при этом уделяет внимание перестановкам ВСУ, которые произошли в такое критическое время для страны. В частности, Financial Times пишет, что Украина уволила командующего оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» генерала Александра Луценко в то время, как Россия наступает к ключевым узлам Украины на Покровском и Кураховском направлении. Украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить широкомасштабное наступление России, которое всего за последний месяц захватило территорию примерно вдвое меньшую площади Лондона. Чиновник сказал, что Луценко получит другую должность в сухопутных войсках армии. Его сменил бригадный генерал Александр Тарнавский. Авторы издания, которые пообщались с украинскими военными, сообщают, что войска РФ значительно превосходят украинские по численности, несмотря на то, что несут большие потери. Порой в Донецкой области российских военных было в 8 раз больше, чем бойцов ВСУ. Болезненная потеря в Орловской области РФ, по которой накануне очень точно ударили беспилотники ВСУ, не смогли быстро справиться с последствиями атаки. Пожар на линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» лишь увеличивался в течение всей субботы. Капец. Напомню, что в Генштабе ВСУ уточнили, удар беспилотниками наносился по крупнейшему терминалу нефтепродуктов в пригороде Орла. Станция была частью российского военно-промышленного комплекса России, которая обеспечивала поставки нефтепродуктов для армии РФ. В 2024 году, кстати, Украина атаковала более 10 российских НПЗ. Здесь также следует отметить те сложности, с которыми столкнулись нефтепереработчики российские, которые вдруг случайно узнали, что, оказывается, то оборудование, которое легко было найти на мировом рынке, сейчас стало недоступным для российских компаний. И это было очень неприятным открытием. Это усложнило ремонтные работы, увеличило их продолжительность и в конце концов привело к тому, что восстановить в полном объеме производительность целого ряда предприятий, то есть от 7 до 8, тут нужно еще получать дополнительные данные, не удается даже вот до сегодняшнего дня. Россия потеряла еще один истребитель, к тому же даже не в небе. Су-30 сгорел на аэродроме в городе Крымск Краснодарского края. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Кроме того, уже в самом Краснодаре также зафиксированы потери армии РФ. В результате пожара выведены из строя 3 российских локомотива. Украинская разведка опубликовала видео в подтверждение своему сообщению. Кроме того, в ведомстве Кирилла Буданова уточнили, что уничтоженная техника использовалась Россией в войне против Украины.
Войска Ким Чен Ына пошли в бой под Курском. Северокорейцы уже воюют против ВСУ, участвуют в штурмах и даже понесли потери. Об этом заявил Зеленский. Он также уверяет, что военных из КНДР могут перебросить и на другие направления. Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу. Причому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація? Про яку багато хто говорив. Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні. Как ранее рассказывала команда Нехта, в украинской разведке предупреждали, что войска из Северной Кореи уже были переведены в боевую готовность. Потому вот их забрасывают на некоторые позиции для того, чтобы они удерживали. Может быть, для того, как раз, чтобы были в режиме таких живых мишеней, понимать, откуда бьют. То есть тоже, в принципе, с точки зрения россиян, правильное использование северокорейцев в качестве приманки. То есть выбросили, они там бегают и нору себе ищут, а в это время работают наши минометы, наши FPV-дроны, а россияне пытаются вычислить наши позиции уже, то есть в таком режиме. Напомню также, что на этой неделе российские Z-военкоры массово в своих соцсетях писали, что северокорейцы уже участвуют в войне против Украины и якобы даже смогли отбить населенный пункт Плехово в Курской области. Отмечу, что другие представители Z-тусовки опровергали эти сообщения и уверяли, что под Курском действуют исключительно российские войска. Тем временем накануне Путин пообещал россиянам прекрасное будущее, так как партия «Единая Россия» занимается тем, чтобы так называемые герои СВО, вернувшиеся с фронта и, вероятно, имеющие посттравматическое стрессовое расстройство, окружали россиян во всех сферах. Оказывает поддержку бойцам. Вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей. Помогает восстанавливать освобожденные регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям. Многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий. Помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни. Подписчики из России, а как вы относитесь к такому заявлению Путина и к тому, что люди, которые ранее были осуждены, воевали, убивали, теперь назначаются учителями и преподавателями, в том числе основ патриотизма? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях под этим видео. Украина пытается перекроить сложные отношения Зеленского и Трампа. Нынешняя цель Киева – склонить Трампа на свою сторону. Для этого в ход идут уговоры, мольбы и лесть. О том, как Украина пытается загнать республиканцев в свой угол, пишет Нью-Йорк Таймс. Авторы издания вспоминают, как Зеленский проделал большой путь для того, чтобы провести важную встречу с Трампом и Макроном в Париже. Именно на этой встрече украинский президент заявил: Путин боится только Трампа и, возможно, еще Китай. Команда Зеленского ставит на то, что Путин не готов вести переговоры добросовестно, несмотря на заявления его помощников о готовности к мирным переговорам. Украинские чиновники и бизнесмены также пытались сыграть на деловом подходе Трампа, заявляя, что Украина богата природными ресурсами, которые могут поддержать американские отрасли, которые Трамп хочет развивать. Вероятно, что ради подписания именно с Трампом соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых Украина уже дважды откладывала заключение такой же сделки с Байденом, уточняет Нью-Йорк Таймс. Украина требует извинений от Международной Федерации футбола. Скандал возник из-за Крыма, а точнее из-за карты, на которой полуостров был исключен из состава Украины. Такое дизайнерское решение с Крымом, который указан как российский, показали во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. МИД Украины, а также Украинская ассоциация футбола требуют, чтобы ФИФА публично признала скандальную ошибку. Вы в порядке, FIFA.com?
Перерисовывая международные границы во вчерашней трансляции, вы не только пошли против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и акт агрессии против Украины. Мы исправили эту карту за вас и ожидаем публичных извинений. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко поздравил грузинского футболиста без диплома, которого накануне пророссийская партия «Грузинская мечта» выбрала новым президентом страны. Непризнанный Лукашенко заявил следующее. Убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии. Желаю вам доброго здоровья, успешной реализации планов и новых свершений на благо своего Отечества. Напомню, что грузинская оппозиция и президент Зурабишвили не признают результатов так называемых выборов президентов Грузии. Михаила Кавилашвили, напомню, выбирал не народ, а коллегия выборщиков из 300 человек. Узбекистан решил заняться своевременной защитой прав и законных интересов своих граждан в России. Для этого в посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД страны. Соответствующий указ президента Узбекистана уже был опубликован. В Ташкенте уточняют, что теперь еще будет установлено и тесное сотрудничество с силовиками Путина. Усиление практического сотрудничества между МВД и другими правоохранительными органами Узбекистана и России в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений, а также обеспечение оперативного обмена информацией в данных направлениях. Подписчики из Узбекистана, а что вы думаете о таком уровне сотрудничества? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях под этим видео. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.